Здравствуйте, дорогие друзья и зрители нашего канала. Давненько мы не снимали, времени все не было. Вот сегодня появилось и желание, и время. И хочу приготовить сегодня интересный рецепт. Это будут пирожки, а тесто будем готовить на кефире. Покажу, как я это делаю, поделюсь, кому понравится, можете брать на вооружение и готовить. Буду готовить пирожки из двух начинок. Первая будет это мясная, а вторая начинка из картофеля. Для приготовления нам понадобится. Для приготовления теста буду использовать 800 грамм муки пшеничной, 500 миллилитров кефира. Кефир теплый, примерно градусов 35. Буду использовать 3 яйца, потому что у меня маленькие. Вообще, если хорошие яйца C1, C0, то 2 яйца. Сметана 100 грамм. Растительное масло, примерно 50 миллилитров возьму. Соль 2 чайные ложки. Сахар 2 столовые ложки, без горки, без фанатизма. И 1 чайная ложка соды. Для приготовления начинки мясной нам понадобится мясной фарш. У меня уже перекручен. Здесь 50 на 50 говядина со свининой. Вы можете использовать любой фарш, который вы любите, который в предпочтении у вас. Рис я взял в пакетике, мне так более удобно отварить его. Конечно же, пойдет у нас соль. Немножко добавим перца. Лук, который мы будем пассеровать. Ну и для первой начинки все. Для второй начинки нам понадобится картофель. Также понадобится луковица. Ну и немного соли. Приступим к приготовлению, друзья. Первым делом готовим начинку. Ставим рис и картофель вариться. В подсоленной воде отвариваем картофель для одной начинки и отвариваем рис также в подсоленной воде для второй начинки. А пока варится наш картофель с рисом, измельчим лук для дальнейшего его пассерования. Лучок порезали. Также, друзья, кому интересно будет данное блюдо, я, как всегда, рецептуру оставлю внизу в описании. Ставим сковородку на средний огонь. Добавляем немного растительного масла. Разогреваем. В сковороду отправляем нарезанный лук. И обжариваю до прозрачного состояния. Лук обжарили до золотистого состояния. Убираем с огня, перекладываем его в тарелку и будем обжаривать фарш. В эту же самую сковородку, где обжаривали лук, немножко добавляем растительного масла и отправляем обжариваться фарш. Огонь также средний. К фаршу добавлю немножко ароматизированного растительного масла. Он у меня сделан на основе жгучего перца, чеснока и розмарина. Очень вкусное ароматное масло получается. Придает обалденный вкус и аромат блюду.
Фарш обжариваем до полной готовности. Пришло время посолить. Я использую морскую соль. По мне так она лучше, чем обычная поваренная. Блюда получаются вкуснее. И добавляем немного молотого перца. Здесь у меня смесь 5 перцев. Добавляйте по вкусу. И все хорошо перемешиваю. Также для придания вкуса добавлю немного молотой копченой паприки. Фарш у нас практически готов. Добавляю немножко воды. И будем тушить под закрытой крышкой до полной готовности. Огонь делаем минимальный. Пока у нас готовится мясная начинка, подготовим вторую картофельную. Для этого мы отварили картофель. Теперь необходимо его размять, как для пюре. Но само пюре как гарнир мы делать не будем. Без добавления молока и масла будет все происходить. Ну а как я готовлю пюре именно для гарнира, у меня есть видео. Можете посмотреть, кому это интересно. Я оставлю ссылочку внизу в описании. Хорошенечко измельчаем картофель. Все делаем, чтобы была однородная картошечка, без всяких комков. После того, как размяли картофель, добавляем подготовленный лук, который мы предварительно обжарили. Небольшую часть, остальную часть оставляем для мясной начинки. Все хорошо перемешиваем. Картофельная начинка готова. Отставляем ее пока в сторону. И идем доделывать мясную начинку. Готовый фарш отправляем в пассерованный лук. Остатки. Отправляем рис. И все это хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешали. Прогрели. Пробуем еще разок на вкус, на соль, на специи. Ну все. Всего достаточно. Мясная начинка у нас готова. Пойдем готовить тесто. В емкость, где буду замешивать тесто, отправляю 500 мл кефира. Напоминаю, что кефир должен быть теплый. У меня примерно градусов 30. Отправляем сюда сыпучие продукты, за исключением соды. Две чайные ложки соли без горки, 1,5 столовые ложки сахара, 100 грамм сметаны, сметану можно заменить 50 граммами сливочного масла. Добавляю 2 небольших куриных яйца. Третье яйцо у нас пойдет на смазку пирожков перед выпеканием. Все это перемешиваем. И небольшими частями будем вводить муку. Я взял 800 грамм.
мука разная, поэтому будем постепенно добавлять до приготовления нужного нам теста. И начинаю ложкой замешивать тесто. Убираем ложку в сторону и будем замешивать руками. По консистенции тесто должно у нас получиться очень нежное, но практически не липнущее к рукам. Поэтому по мере необходимости я частями добавляю муку, пока не получу то самое тесто, которое мне нужно. На полуготовности теста добавляю соду, 1 чайная ложка. И 50 миллилитров растительного масла. И продолжаем замешивать. Друзья, соду обязательно добавляйте не в кефир, а уже, так сказать, готовое тесто. Вот такое, друзья, получилось тесто. Очень мягкое, податливое, практически не липнет к рукам. Все, я его смазал растительным маслом. Перекладываю в другую емкость, накрою полотенцем и оставлю так вот минут на 15, чтобы тесто отдохнуло. Рабочую поверхность смазываю растительным маслом, чтобы тесто еще больше не забивать мукой. И выкладываю тесто. Вот такое тесто у нас получилось после небольшого расстоечки. Тесто делим на небольшие кусочки, примерно по 50-60 грамм, формируем шарики. И откладываем в сторону. Я сделаю, вернее буду готовить пирожки двумя способами. Небольшую партию запечем в духовке, а другую часть мы будем жарить на масле. Вот у нас из 800 грамм муки получилось 17 шариков. Накрываем их пленочкой, чтобы они не заветрились. Еще дадим немножко, минут 5 постоять.
и начнем готовить пирожки. Прошло 15 минут. Начнем готовить. Берем один шарик. И не используя никакой скалки, вот так вот руками раскатываем блинчик. Тесто очень податливое, мягкое, эластичное. Видно, Оль, хорошо, как я делаю? Добавляем первую начинку. Это у нас будет мясная. Чтобы не запутаться, мясные я буду делать треугольником. Хорошо слепляем. И делаем треугольничек. Оп. Вот, друзья, первая партия готова. Пирожки смазал сверху взбитым яйцом, добавил немножко молока, все это перемешал и помазали для красивого цвета. И убираем в духовку разогретую до 200 градусов, примерно минут на 20-30. У каждого духовка разная, как я всегда говорил. Поэтому ставим и следим. Пока у нас будет запекаться первая партия в духовке, будем делать пирожки уже, которые будем жарить в масле. Сейчас приготовим с картофельной начинкой. С картофельной будем делать традиционным способом лепки. Также растягиваем тесто. Добавляем картофельную начинку. И слепляем. Я всегда подворачиваю потом слепленный край, чтобы наверняка не разошелся. Кончики я тоже вот так вот делаю вовнутрь. Переворачиваем. И вот получается вот такой вот пирожочек. Итак, сейчас будем остальные. Ставим сковороду на огонь. Наливаем растительное масло. Растительного масла достаточно надо налить, потому что пирожки будем жарить практически как во фритюре. Разогреваем масло. Огонь убавляем ниже среднего. И будем обжаривать. Сильно огонь не надо делать, иначе пирожки быстренько сгорят. Не успеет все тесто пропечься. Масло разогрелось. Отправляем пирожки. Это у нас с картошкой. И обжариваем с двух сторон. По 5 минут обжариваем с каждой стороны. Вот смотрите, какие замечательные пирожки получаются. И с другой стороны тоже 5 минут. Для обжаривания с другой стороны ушло еще 3 минуты даже, а не 5. Немножко я, скорее всего, слишковато вам, друзья, сказал, что я жарю. Ну, в зависимости от того, на какой уровень вы поставите нагрев, столько и держать. От 3 тогда 4 минут. Следующая партия у нас с мясом будет. Сразу зашкварчали, зашумели.
Смотрите, какие пузырьки начали надуваться. Вот так вот играет сода с кефиром. Красавцы. Друзья, вот такая вот красота получилась. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Как я говорил уже, масло я сам делаю. Это у нас пирожки, которые мы жарили на масле. А вот это вот у нас пирожки из духовки. С каких начнем? Ну, давайте, которые из духовки. Видите, какие они мягонькие, воздушные. Ай, горячая еще. Вот такие вот получаются внутри. Тесто довольно-таки не тонкое, не толстое. Так, что? Мясной разрежем тоже. Оператор говорит, давайте тоже мясной, который пожарили. Разрезаем мясной. И что мы видим? Отличное тесто. Все пропеклось. Все красиво и замечательно. Друзья, как вы увидели, пирожки получаются на тесте из кефира очень замечательные, пышные, поджаристые. Все очень вкусно. Так что готовьте. И не забывайте поддержать наш канал, поставить палец кверху. Кто не подписан, подпишитесь. Ну и также пишите комментарии. Это также будет способствовать продвижению нашего канала. Ну и как обычно, дорогие друзья, до новых встреч и приятного аппетита!